Приветствую, с вами Виктор Т13. Итак, в этом видео мы познакомимся с вами с настройкой антидетекта. Да? Мы в этом видео разберем версию для подписчиков Patreon. На данный момент у нас 10 марта и максимально актуальная версия, которую мы будем использовать антидетекта, это версия мартовская второй ревизии. Месяц в данном случае в имени версия означает глобальные изменения, в то время как ревизия, например, в данном случае вторая ревизия, может под собой подразумевать небольшие изменения, вроде как добавленное программное обеспечение, либо же какие-то изменения в плане фиксов ошибок и так далее. Итак, с чего мы начинаем? Перед нами сейчас абсолютно чистый компьютер, да, вот точно так же, как у каждого из вас. По аппаратной части, хотелось бы сразу сказать, рекомендуемые системные требования для работы антидетекта составляют 8 гигабайт оперативной памяти и 4 ядра процессора. В то время как на жестком диске у вас будет антидетект занимать, в зависимости от количества машин, да, каждая машинка будет весить в среднем по 30 гигабайт. Поэтому учтите, и сразу вам скажу, что 90% скорости антидетекта зависит непосредственно от самого дискового накопителя. Поэтому я рекомендую NVMe накопители. Итак, вот вы скачали версию для Patreon, либо же паблик-версию, либо у саппорта получили персональную версию антидетекта. С чего вам необходимо начинать? Самый простой метод – это убедиться в том, что вы скачали действительно сертифицированное программное обеспечение. Сделать это очень просто. На самом программном обеспечении нажимаем правой кнопкой мышки, переходим в свойства, и здесь мы находим пункт «Цифровые подписи». Да? Весь мой софт подписан сертификатами для компании Victor T13 Technologies, выданной компанией DigiCert. Соответственно, вы можете обратить внимание, когда софт был подписан, то есть когда он был сделан, да, и можете обратить внимание на то, собственно говоря, кому выдан сертификат, когда он был выдан и сколько он действует. Это очень важная информация. Дело в том, что в интернете начали уже появляться, довольно давно начали появляться, правда, версии моего антидетекта с различными склейками и так далее. Поэтому как только кто-нибудь сделает склейку, сертификат пропадет. Так что обращайте внимание на сертификат программного обеспечения для того, чтобы убедиться в его аутентичности. Итак, приступаем к установке нашего антидетекта. Перед установкой хотелось бы сказать, что у вас в вашем компьютере, в BIOS, должна быть включена виртуализация. Проследите об этом обязательно, иначе у вас не будет возможности виртуализировать 64-разрядные системы. А мы можем работать только с этими системами. Итак, открываем наш антидетект двойным кликом мышки и приступаем к его установке. Установка предельно простая. Вам нужно просто нажимать кнопку Next. В принципе, кто хочет разобраться с детальными настройками, может, настройки простые, добавление ярлыков и так далее. В принципе, изменять это я не рекомендую. Антидетект устанавливается очень быстро, и вот он уже практически полностью готов к работе. Устанавливать сертификаты, либо же переводить компьютер в тестовый режим, как это было раньше, да, кто уже пользовался моим софтом знает, уже не нужно. Поскольку в данном программном обеспечении, начиная с февраля месяца, все драйвера, которые устанавливаются в нашу хостовую систему, имеют подпись компании Microsoft. Вы можете самостоятельно в этом убедиться, самостоятельно увидеть, какие драйвера устанавливаются, и посмотреть на подпись. То есть все драйвера проверены и сертифицированы непосредственно самой компанией Microsoft. Так что это означает, что они на 100% легитимные. Итак, запускаем наш антидетект. Вот мы запустили его. У меня уже здесь была создана предыдущая группа с виртуальными машинами, в которых мы тестировали систему GeoComply. И мы их оставим, не будем их трогать. И следующее, на что нам нужно обратить внимание. Работа с USB в данном антидетекте, точнее даже во всех антидетектах, начиная с января месяца 2021 года, является очень приоритетным направлением. Поэтому, если вдруг вы установили антидетект первый раз, убедитесь в том, что у вас установлены USB-драйвера. USB-драйвера находятся в пакете расширений для антидетекта. Пакет расширений вы можете увидеть на рабочем столе. Вот он имеет такую зеленую иконку. Как проверить, установлены они у вас или нет? Переходим в антидетекте меню «Файл», «Preferences»
И далее находим здесь пункт Extensions. Вот, собственно говоря, вот такой вот пунктик, да. Мы видим, что в данном случае, например, у нас установлен уже пакет расширений, то есть все окей, и мы можем использовать USB 2, USB 3 контроллеры. Можем прокинуть веб-камеру внутрь антидетекта, можем использовать шифрование и так далее. Но нам это не нужно сейчас. Вот, кстати, обратите внимание, если вы захотите установить пакет расширений, двойной клик мышкой вызовет новое окно антидетекта, и здесь, соответственно, будет у вас кнопочка Install. Но в данном случае у меня имеется кнопка Reinstall, поскольку этот пакет расширений уже установлен. Итак, от слов к делу. Переходим к созданию нашей виртуальной машины. В первую очередь нам необходимо создать платформу для установки виртуальной машины. Да, то есть фактически сейчас мы создаем железо нашего компьютера. Нажимаем на кнопку New и вводим имя нашей машины. Пусть это будет имя, например, что-то типа 10.03 тест. Например, так, да? Далее выбираем, соответственно, нашу операционную систему, Microsoft Windows, соответственно, да, и версию 64 бит. 32-битные версии операционных систем не поддерживаются. По поводу того, работать на десятке или на семерке, я однозначно рекомендую работать на десятке, поскольку проходимость у семерки просто отвратительная уже. Семерка официально не поддерживается компанией Microsoft, и она отмирает. Она фактически уже умерла. Поэтому используем Windows 10 64 бит. По поддержке 32-битных систем их мы поддерживали до марта месяца 2021 года. С марта месяца 2021 года поддержка их прекращена. Нажимаем Next. Следующее, нам необходимо выбрать объем оперативной памяти для нашей машинки. Рекомендуемый объем, такой, скажем, даже не рекомендуемый, рекомендуемый, 4 гигабайта. Минимальный объем, с которым может работать Windows 10 в данном случае, будет 2 гигабайта оперативной памяти. Но, увы, из-за этого очень резко пострадает скорость. Поэтому, если вам позволяют ресурсы вашего компьютера, я бы рекомендовал выбирать хотя бы 8 гигабайт оперативной памяти. Да? Соответственно, нажимаем Next, создаем жесткий диск, нажимаем Create, формат. Не имеет смысла менять, остальные форматы связаны с совместимостью в других гипервизорах, да? Но наша виртуалка, увы, несовместима ни с какими другими гипервизорами априори, поэтому нажимаем Next. Выбираем тип динамический, нажимаем Next, Create, и фактически вот наша виртуальная машина была успешно создана. Выделим ее отдельно из группы. Итак, в этой виртуальной машине нажимаем на ней правой кнопкой мышки, переходим в свойства и в первую очередь проверяем, чтобы у нас на вкладке USB был подключен USB 3 контроллер. Это важно. Это важно для работы USB устройств, которые вы будете использовать. В некоторых случаях это могут быть флешки, в некоторых случаях это могут быть внешние диски, какие-нибудь USB-модемы, например, и так далее. Поэтому проверяем, это очень важно. Следующее, что я рекомендовал бы вам проверить, это на вкладке Storage. Есть у нас такой пункт кэширования ввода-вывода. Я рекомендую поставить здесь галочку, если вы используете твердотельный кремниевый накопитель, то есть либо SSD, либо NVMe. Это добавит вам дополнительные до 20% скорости виртуальной машины. Итак, нажимаем ОК. Это единственные настройки, которые нам нужно сделать. Да? Теперь мы можем нашу машину запускать. Нажимаем Старт. Запускается наша машинка, и, как мы видим, она у нас запустилась с ошибкой. Почему? Для многих людей очень сложно понять, что виртуальная машина в данном случае является абсолютно реальной копией вашего физического железа. И, соответственно, представьте себе, вы пришли в магазин, купили железо, да? Включили его в розетку, нажали кнопку «Включить», и что он сделает? Он ничего вам не сделает. Он запустится и выдаст точно такую же ошибку. Почему? Потому что у него нет операционной системы. И мало того, что у него нет операционной системы, мы даже диск с этой операционной системой или флешку с операционной системой, мы ее не вставили сюда. О чем, собственно, свидетельствует и надпись Сейчас немного увеличу. О чем свидетельствует и надпись в окне виртуальной машины. Поэтому нам необходимо эту операционную систему скачать. В каком виде мы будем ее с вами скачивать? Открываем браузер, переходим на сайт google.com. На этом сайте пишем Download Windows 10.
И вот самая первая наша ссылка — скачать образ диска с Windows 10. Здесь есть несколько вариантов на выбор нам. Первый — это обновить сейчас. Данный пункт касается только нашей хостовой операционной системы. Второй пункт — это скачать средства сейчас. Когда вы выберете этот пункт, вам Microsoft загрузит специальное приложение на компьютер, с помощью которого вы сможете создать, например, загрузочную флешку и так далее. Вот. Но я рекомендую сделать следующим образом. Нажать на клавиатуре F12. Вот у нас открылась так называемая консоль разработчика. В этой консоли разработчика, как и в, например, в Firefox, в Chrome, где угодно, вы можете найти вот такую вот иконку справа, обратите внимание сейчас, да, так называемый режим адаптивного дизайна, который позволяет нам показать веб-ресурс, как он будет выглядеть на мобильных устройствах. В данном случае, например, я рекомендую использовать iPad, он просто шире, да, и все, что делается, все, что происходит в данный момент, это изменение размера отображения страницы и изменение юзер-агента. Но для нас это хорошо чем? Потому что мы можем напрямую скачать необходимый нам образ операционной системы, не используя при этом утилиту от Microsoft, потому что она, во-первых, у некоторых пользователей не устанавливается точнее с ошибкой, и использовать ее невозможно. Во-вторых, она довольно долго все делает. Поэтому мы напрямую выбираем дистрибутив, который нам нужен. Итак, очень важный момент. Если вы выбираете какую-нибудь страну, например, это будет в нашем случае сейчас для примера США, да, то и дистрибутив операционной системы я рекомендую скачивать именно под тот регион, под ту страну, по которой вы будете работать. И здесь есть, например, по США мы будем работать сейчас, вот, да, нам нужен английский язык. Но, как мы все знаем, английский появился у нас в Англии, а не в США. Соответственно, наверное, если мы выберем просто английский, то это будет английский, да, для Великобритании. А английский международный это как раз будет для США. Но нет, с точностью да наоборот. В Microsoft перепутали это все и сказали, что английский принадлежит им, да, то есть когда мы выбираем просто английский, это означает дистрибутив под США, когда мы выбираем английский международный, это означает дистрибутив для United Kingdom, то есть для Соединенного Королевства. В данном случае мы выбираем просто английский под США и нажимаем кнопку «Подтвердить». И вот мы имеем уже прямую ссылку на скачивание 64-битной системы. Нажимаем, собственно, «Скачать». А у нас есть возможность открыть файл, у нас есть возможность сохранить файл. Соответственно, сохраняем его. Вот мы видим, у нас происходит загрузка нашей операционной системы. После того, как загрузка будет завершена, вот здесь в меню нашего антидетекта, да, мы можем перейти на вкладку Devices, Optical Drives. И здесь вот есть у нас возможность выбрать любой диск в формате ISO, с которого можно загрузиться. В моем случае у меня уже есть скачанный дистрибутив, да, поэтому мы можем выбрать его. Вот мы его выбрали, и остановлю сейчас закачку. Мы его выбрали, но почему-то у нас ничего не произошло, да? Очень частый вопрос, например, в Telegram-канале возникает. По поводу Telegram-канала. В Телеграме у нас появился, помимо основного канала, еще и чат. Чату меньше года, а в нем уже практически 8500 человек. За что большое спасибо всем, кто смотрит меня сейчас и поддерживает мой проект на Patreon. Итак, мы вставили образ диска. Давайте проверим. Есть он у нас? Есть. Но ничего не происходит. Почему? Точно так же, как вы в свой компьютер с ошибкой возьмете, вставите диск. С ним что-то произойдет? Нет, ничего. Поэтому нам нужно машинку что сделать? Правильно, перезагрузить. Выбираем машину, Reset. Таким образом, мы перезагружаем сейчас нашу виртуальную машину. И как мы видим, успешно началась загрузка с нашего диска. И буквально через какие-то 5-10, в некоторых случаях даже 25 секунд, мы увидим приветственное окно инсталлятора Windows и сможем приступить к установке. Здесь, опять же, как я и говорил, работа виртуальной машины зависит на 90% по скорости зависит от вашего дискового накопителя. Поэтому те, кто староверы и используют NGMD накопители, вам большой-большой привет. Ваши накопители великолепны в сохранности файлов, но, увы, слишком сильно отстали от жизни. Итак, вот мы находимся сейчас в меню установки операционной системы. Я еще немного увеличу наше окно, чтобы всем было понятно и видно. Итак, ничего не меняем, оставляем English United States. Next.
Нажимаем Install Now. Ожидаем. У нас нет ключа продукта, он нам и не нужен. Нажимаем Next. Версия. Какую версию мы будем выбирать? Я рекомендую при работе по США в данном случае выбирать версию либо Home, либо Pro. Индекс N в данном случае означает отсутствие мультимедийных возможностей, установленных заранее. Но я рекомендую все-таки их оставить и использовать либо версию Windows 10 Home, либо Windows 10 Pro. В данном случае будет версия Windows 10 Pro. Итак, нажимаем Next. Соглашаемся с условиями. Нажимаем Next. Инсталляция кастомная. И вот мы видим наш созданный винчестер. Он не отформатированный, абсолютно новенький. И при нажатии на кнопку Next у нас произойдет начало установки. Нажимаем Next. В некоторых гайдах, которые были записаны мною ранее по установке операционной системы, в процессе установки мы отключали наш интернет. Мы это сделали вот здесь, да? Вот здесь мы это делали. Зачем мы это делали? Дело в том, что Microsoft Windows в лучших традициях любого вредоносного программного обеспечения после своей установки сразу же соединяется с интернетом и совершает рукопожатие с серверами Microsoft. В этом рукопожатии происходит обмен идентифицирующей информацией. По-другому, грубо говоря, представьте себе, как будто вот ребенок родился, да, поздоровался с врачом, и врач ему такой сразу там, например, бирку на ухо, как скотине, да, или что-нибудь такого плана. То есть врач понял, что ребенок здесь, чтобы его отличить, он ему раз бирочку приклеил, вот, собственно говоря, так и будет работать наша операционная система. Но мы это побороли, мы это успешно побороли, благодаря софту AntiOS и благодаря новому скрипту, который мы увидим в нашем сегодняшнем уроке. То есть вы можете производить установку с интернетом, абсолютно ничего при этом не боясь. Пока у нас идет установка, я хотел бы обратить также ваше внимание еще на один интересный момент. А этот интересный момент заключается с тем, что как нам в дальнейшем работать с нашей системой, какой ее основной принцип, да? Вот сейчас, смотрите, мы с вами создаем мы с вами создали нашу виртуальную машину, вот она одна, да? Эта машина имеет какую-то конфигурацию, она имеет свое железо, да, вот, то есть это фактически реальный компьютер, но внутри виртуального пространства. Если мы будем работать в одном этом компьютере, это будет нехорошо. Нас можно будет отследить, даже несмотря на то, что будут использованы дополнительные средства изменения идентификаторов. Поэтому я придерживаюсь следующей, скажем так, методологии. В первую очередь создавать так называемую материнскую машину. Иными словами, в данной машинке, в которой мы с вами сейчас находимся, машинка 10.03 тест, мы не будем работать. Мы ее с вами один раз настроим и выключим, а затем мы будем создавать ее клоны. То есть вот такой вот пункт. Он у нас будет доступен, когда наша система будет выключена. Благодаря этому мы можем экономить время на настройке операционной системы и на ее установке. Клонирование занимает всего-навсего 1 секунду. И, соответственно, вы получаете полностью настроенную систему, но уже с абсолютно другим железом, другой аппаратной частью, нежели материнская система. Соответственно, вы можете таким образом создавать себе систему, уже настроенной максимально быстро и оперативно для вашей работы. Переходим обратно в нашу установку. В некоторых случаях я так скажу, что установка может занимать, опять же, у тех, у кого NGMD накопители, даже до 20 минут. Вот, им особенно важно освоить процедуру клонирования. Ну а на хороших NVMe винчестерах сама установка от начала до конца, в принципе, да, если мы засечем по времени, она занимает в среднем где-то около 5,5-6 минут. То есть это вполне нормальное время, да, для того, чтобы создать нашу полностью новую личность. Обратите внимание сейчас на то, что происходит на экране. Да? Press any key to boot from CD. Что это означает? Это означает, что системный диск, который мы вставляли для установки нашей операционной системы, еще находится внутри. И вот эти вот 4 секунды,
во время которых нам показана надпись и предлагается с этого диска загрузиться, они будут преследовать нас во всех клонах. Поэтому я рекомендую, как только установка была завершена, вот в данном случае уже идет момент создания нашей личности, перейти во вкладку Devices, Optical Drives и выбрать Remove Disk from Virtual Drive. Таким образом, вы вытащите этот диск с операционной системой Windows, и он больше не будет тратить ваше время. Второй этап. Второй этап нашей установки характеризуется созданием нашей личности. В данный момент была установлена операционка, и сейчас создается именно наш профиль пользователя. Соответственно, начинается все со страны. Нажимаем Yes. Выбираем клавиатуру, нажимаем Yes. Здесь нам предлагается выбрать дополнительную раскладку клавиатуры. Я не рекомендую этого делать, поэтому нажимаем Skip. Ожидаем. Сейчас на данном этапе происходит проверка подключения к сети. И, собственно говоря, сейчас осуществляется вот тот самый handshake, про который мы говорили с вами не так давно. Именно на данном этапе операционная система уже сигнализирует Microsoft, что она установлена, и сообщает параметры аппаратной части, сообщает параметры сетевого соединения и полностью все, что можно добыть с нашего компьютера. Очень умело люди, работающие в этих компаниях, маскируют такие данные, как данные телеметрии, которые необходимы для поддержки программного обеспечения и оптимизации. Итак, как мы хотим использовать? Для персонального использования или для организации? Абсолютно ни на что не влияющая опция для нас, поэтому выбираем для персонального использования. Далее нам предлагают ввести email, почту или Skype. Скажу так, что этот параметр является очень привязанным к регионам, да? То есть, если мы берем, например, США, в США огромное количество, если я не ошибаюсь, по статистике что-то около 90% или под 90% операционных систем Windows 10, да, в домашнем использовании, они как раз имеют онлайн-аккаунт. В нашем случае нам это, в принципе, не нужно, да, поэтому мы можем создать обычный офлайн аккаунт. Офлайн аккаунт создается очень просто. Нам нужно указать имя пользователя, и все. Сейчас Microsoft еще раз пытается нас убедить в том, что нам нужен онлайн аккаунт. Но мы выбираем ограниченный опыт. И теперь вводим имя пользователя. Имя пользователя никаким образом не влияет на нашу дальнейшую работу, тем более, что мы в клонах будем это имя пользователя менять. Менять мы его будем с помощью программного обеспечения AntiOS, тоже разработанного мной. Итак, вводим имя, давайте, чтобы красиво было, как-нибудь админ. И нажимаем Next. Пароль. Ни на что не влияющая опция, поэтому нажимаем Next. Далее у нас настройки в приватности, в кавычках. Да? Нам предлагает использовать онлайн распознавание речи, геолокацию, телеметрию, собственно говоря, вот эту Windows, самую многими ненавидимую вещь, поиск нашего устройства и так далее. Я скажу так, оставляйте все, что есть, кроме двух пунктов. Первое, онлайн распознавание речи уберите, оно сэкономит вам производительность. Второе, вот здесь Advertising ID. Для всех, возможно, у вас ID, это значит, это какой-то страшный идентификационный номер и так далее. На самом деле нет. Данный параметр можно элементарно просто изменить в тех же самых настройках Windows, да, вот, и каждый раз, когда вы будете его включать-выключать, он будет меняться. Вот, но в нашем случае лучше отключить его с самого начала, потому что он может влиять на вашу работу. У некоторых людей может влиять, у некоторых нет. Хочу сразу вам еще сказать, что данный видеогайд записывается максимально адаптивным под всех пользователей, да? То есть, конечно, большие отличия в том, когда мы будем работать, например, с GeoComply,
да, то есть где происходит идентификация пользователя посредством Wi-Fi триангуляции, то есть определяются окружающие Wi-Fi точки, и благодаря им происходит определение нашей геолокации. У них один, например, одна методология. Для тех, кто работает с Google, у них другая. Кто работает с Amazon, у них третья. Кто работает со Stripe, который с 7 марта тоже перешел на GeoComply, у них еще четвертая. Поэтому знаете, чем, вот, например, в школе отличается хороший ученик, да, отличник от троечника, да? Троечник просто усваивает материал как-то, да, как-то его повторяет и фактически все. В то время как отличник, например, он может его либо просто невероятно круто зазубрить, либо же он использует дополнительные материалы, дополнительную информацию, и он пытается думать. Он пытается думать о том, как, собственно говоря, это сделать. Ну, а все равно лидируют двоечники, которые, скажем так, организуют работу с этим антидетектом за счет других людей. И вот именно в данном случае двоечники как раз будут лидировать. Ну, от слов к делу. Отключаем Advertising ID, нажимаем Accept и ожидаем окончания создания профиля пользователя нашей операционной системы. Сейчас мы спрашиваем Cortana, хотим ли мы с ней работать, мы нажимаем No. Ну, типа не сейчас. И ожидаем. Данный этап в некоторых случаях может быть долгий, может занимать где-то даже около минуты. Но ожидаем. Пока еще ожидаем, я хотел бы обратить ваше внимание на один очень неприятный факт, который имеет место быть на компьютерах многих пользователей. Знаете, что это за факт? Это проблемы с разрешением экрана. В антидетекте есть возможность выставить любое разрешение экрана из нормальных, то есть не из фейковых, да, вот, и довольно часто в чатах я сталкиваюсь с такой проблемой, что пользователь говорит, блин, у меня 4К монитора, я не могу себе нормальное разрешение экрана выставить, Вектор, как это так, фиксани это, да, вот, фактически в 100% случаев у таких пользователей имеет место быть очень интересная особенность. Нажимаем правой кнопкой мышки на столе, переходим в Display Settings. Вот на данный момент мы находимся в свойствах моего монитора. Так вот, обратите внимание на разрешение экрана и на масштабирование. В 100% случаев фактически пользователи, которые покупают 4К мониторы, да, например, в ноутбуке 4К монитор и так далее, для них текст очень маленький, кажется. И для того, чтобы этот текст увеличить, они берут разрешение 4К, меняют, например, на 1920 на 1080. Тогда текст увеличивается, и у них все становится хорошо, да? Вот. Я не знаю, кто из вас понял, что это полный идиотизм, да? То есть таким образом, скажем так, изменять свой монитор в худшую сторону. Поэтому я рекомендую для всех, кто будет работать с антидетектом, используем максимальное разрешение экрана, максимальное, вот которое даже рекомендуемое. А если вам шрифт и элементы вашей операционной системы маленькие, используйте в данном случае масштабирование. Тогда вы добьетесь самых оптимальных результатов. Ну и еще хотелось бы сказать, вот здесь вот во время установки нашей операционной системы я использовал такую штуку, как Scale Factor. То есть это то же самое масштабирование, да? Вот. Я использовал для того, чтобы вы увидели, что происходит на экране, и не использовали лупу там или что-нибудь такого плана. Но работать со scale-фактором категорически нельзя. Я вам объясню почему. Вот смотрите, представьте себе вот этот вот квадратик, который у нас сейчас есть, да, в котором edge находится у нас. Вот этот квадратик, вы видите, что у него есть уголки такие, то есть он неровный. А почему так происходит? А теперь, если смотрите, если мы выставим, например, scale-фактор 100%, теперь у нас ровненький красивенький квадратик, да? И обратно. Опять дерьмо. Почему так происходит? Дело в том, что при масштабировании, вот таком масштабировании, которое я использовал в антидетекте, у нас нарушается значение DPI, dots per inch, и значение PPI,
pixel per inch. Иными словами, количество пикселей и точек на дюйм. И, соответственно, веб-ресурс, любой веб-ресурс может увидеть эти параметры, и он сочтет их аномальными. Поэтому не используйте масштабирование, на это мало кто обращает внимание, очень мало. Вот, и люди работают, потому что им так удобно, но никогда это не используйте, потому что даже такой маленький параметр может сыграть с вами злую шутку, когда он будет в совокупности с какими-либо другими. Поэтому не используем это, ставим всегда scale фактор на 100%. Далее, теперь выставим разрешение экрана, которое нам удобно, правильно? Идем сюда. Вот посмотрите, какое количество разрешения экрана нам доступно. Выбираем максимальное 1920 на 1080. Вот такое у нас есть разрешение экрана. Оставляем его. Также поставим себе чуть больше, например, масштабирование в самих элементов операционной системы. Сейчас я предлагаю провести небольшой тест. Вот у нас максимальное наше разрешение 1920 на 1080. Давайте теперь на нашей основной машине мы перейдем сюда и изменим масштабирование с 250% на 200%. У нас здесь ничего не поменялось. Если мы перезагрузим машину, давайте посмотрим на результат. Изменится у нас что-нибудь или нет? Вот по поводу масштабирования я не перестаю пользователям утверждать и доказывать, что ненужных вещей нет. Всегда работают не части системы в отдельности, а система частей. И то, что вы делаете, вы должны делать не просто как обезьяна, а вы должны понимать. И только тогда у вас будет действительно хороший успех. Итак, переходим сейчас в наше разрешение экрана. Давайте посмотрим. Точно так же. Это еще один ответ на то, как у нас изменяется разрешение экрана в процессе масштабирования нашей основной системы. Иными словами, когда вы применяете масштабирование на вашем хостовом мониторе, это не отражается на вашем мониторе виртуальном. Поэтому, как мы видим сейчас, мы масштабируем его, а размер нашего окошка остается абсолютно тем же. Поэтому мы выставим сейчас чуть больше здесь режим, 150%. И наша система успешно установлена. Теперь мы можем переходить к следующему этапу, это к ее настройке. Итак, настройка самой материнской системы довольно простая. Главное понять основные алгоритмы собственно говоря, в самой настройке. Итак, первое, с чего мы начинаем. У нас вместе с антидетектом идет небольшой еще диск с гостевыми дополнениями. Да? Что такое гостевые дополнения? Гостевые дополнения — это, например, драйвера для буфера обмена, драйвера для видеокарты, это дополнительное программное обеспечение и так далее. Где найти этот диск? Переходим в меню Devices и выбираем нижний пункт Insert Guest Addition CD Image. Нажимаем на него. Вот у нас появился диск в системе, да? Открываем его. И мы видим две папки. Папка драйвер, да? В ней мы находим драйвера двух типов, с аппаратным ускорением и с программным ускорением. Драйвера с программным ускорением рекомендуется использовать на серверах при RDP подключении или же, например, если вы используете ноутбуки с встроенными видеокартами Intel типа, да? Использование драйверов с программным ускорением позволит вам использовать буфер обмена, позволит вам использовать подключение USB и так далее без каких-либо ограничений. Да? В то же время у вас в системе будет светиться видеокарта, например, NVIDIA GTX 570. Да? Вот. Она не будет видна у вас в браузере, то есть аппаратная часть будет отключена, но номинально она в системе будет. Кстати, к этому довольно лояльно относятся многие антифрод-системы. Поэтому в некоторых случаях здесь я бы посоветовал чисто по опыту каждого из вас. Кому-то будут заходить драйвера с аппаратным ускорением, кому-то с программным. Так что пробуйте, экспериментируйте. В этих драйверах, кстати, во всех абсолютно драйверах находится, опять же говорю, драйвер буфера обмена, например, и так далее. Поехали дальше. С драйверами мы ничего не делаем. Правой кнопкой мышки на них нажимаем и
send to desktop. Вот такая у нас папочка появилась теперь на десктопе, да, чтобы мы быстро в клонах могли заходить сразу в эту папку и выбирать необходимую нам видеокарту. Дальше переходим в папку Tools. И здесь есть несколько утилит, которые мы будем устанавливать, и рассмотрим их сейчас. Первая утилита Antidetect DX. Утилита Antidetect DX предназначена для использования только после установки драйверов. Она позволяет эмулировать, благодаря технологии Windows Warp, она позволяет эмулировать ресурсы видеокарты за счет использования ресурсов процессора. Как это происходит, мы с вами ознакомимся, когда создадим клоны. Поэтому для начала просто выносим ее на рабочий стол. Она не является must-have, то есть она нужна не всем далеко, но некоторым категориям пользователей она будет действительно полезна. Следующая утилита AntiOS. Версия 3.2.0. Данная утилита используется для подмены идентификаторов операционной системы. Представьте себе ваш компьютер, ваш физический компьютер, да? Может он повлиять на идентификатор внутри системы? Нет. Точно так же и здесь. У нас наш антидетект — это физический компьютер. И, соответственно, как только мы установили операционную систему, в ней появились идентификаторы. Эти идентификаторы нужно изменять. И если, например, часть из них является программными, часть аппаратными, и часть еще есть программно-аппаратные, гибридные такие. Это означает, что, например, изменить часть идентификаторов Windows можно просто путем изменения нашего оборудования, да, что происходит, например, в процессе клонирования. Но оставим это. Следующая утилита anti-RTC. Как вы поняли уже, она имеет отношение к WebRTC. И данная утилита позволяет эмулировать WebRTC. Все очень просто, она закрывает его утечки. Теперь нам не нужно уже на хостовой системе колдовать, например, с фаерволом, да, как мы раньше правила делали и так далее. Поэтому можем ее просто использовать в клоне для того, чтобы выставить любой WebRTC, который мы хотим. Далее идет небольшой скриптик, называется он Log Cleaner. Я не стал его переделывать в вид программы, да, то есть не стал ему придавать какое-нибудь подобие, скажем так, программного обеспечения. Оставил его чисто, скажем, в исходном виде, то есть каждый может ознакомиться с тем, где какие логи удаляются. А если у кого-то есть предложение по поводу тех же самых мест хранения логов, вы можете внести это самостоятельно, например, создать свой такой файл, да, внести, то есть сюда изменения, либо же можете прислать эти изменения в Телеграме мне, либо моему саппорту, и я внесу их глобально для всех пользователей. Ну а по сути он очищает данные Chrome, очищает данные Firefox, Edge и также очищает временные файлы и логи нашей операционной системы. Его, кстати, фактически я рекомендую применять только один раз, это только после установки операционки. Следующий вид программного обеспечения Ninit и Ninit Plus Browsers. Что это означает? Есть такой сайтик, вот я вас хочу с ним познакомить. Как вы поняли, он называется Ninit. Можем перейти сюда. Суть данного программного обеспечения заключается в том, что оно позволяет вам выбрать, например, вот смотрите, у нас есть возможность выбрать себе программное обеспечение. Можем выбрать браузеры, можем выбрать, например, дополнительные мессенджеры, можем выбрать антивирусы, медиа и так далее. Да, для того, чтобы, как только мы их выберем, Ninit, вот здесь вот, Get Your Ninit, создаст небольшой файлик, который мы можем, например, носить с собой. И очень удобно при развертывании нового компьютера не качать отдельно программное обеспечение, а просто нажать на один Ninit, и он самостоятельно их установит. В нашем случае, когда мы создаем клонов, время нам дорого, и поэтому я рекомендую использовать Ninit для того, чтобы превратить нашу сырую виртуальную машину в некое подобие реального компьютера. Благодаря установленному программному обеспечению у нас появляются открытые порты, благодаря установленному программному обеспечению у нас меняется, например, тот же самый отпечаток шрифтов и так далее. Есть довольно много плюсов. Ninit представлен в двух видах. Это просто Ninit и Ninit Plus Browsers. В чем, собственно говоря, разница? Разница заключается в том, что устанавливать браузеры в материнскую систему не рекомендуется. Не рекомендуется по причине того, что
Наши браузеры имеют уникальные идентификаторы. То есть, например, в той же самой Mozilla, да, давайте вот мы сейчас с той же самой Mozilla работаем. Давайте посмотрим, что есть в Mozilla. About telemetry, по-моему, так. Вот у нас, собственно говоря, информация о нашей телеметрии. Она у нас здесь отключена, в данном случае в хостовом моем Firefox. Если, например, ее включить, то мы можем увидеть наши уникальные идентификаторы, уникальный идентификатор билда нашего браузера. Точно такая же штучка, но уже посильнее, называется она Xclient Data, есть в браузере Chrome. Вот. И точно такое же подобие есть и в браузере Edge. Поэтому, хоть и Edge у нас и идет из коробки, да, вот, я не рекомендую устанавливать дополнительные браузеры в материнскую систему. Поэтому, если вы хотите, например, для кого-то, кто работает там с каким-нибудь, к примеру, с букмекерами типа там Марафона, 1xBet, да, им все равно. То есть можно ставить. Кто работает с сервисами Форекса, кто работает с покер-сервисами, им вообще абсолютно без разницы. Но если вы собираетесь работать с крупными системами типа Google, Amazon, Microsoft, PayPal, Discover, то в таком случае я рекомендую устанавливать браузер на каждую виртуальную машину в отдельности. А в данном случае мы сейчас на нашу виртуалку не будем устанавливать ни первое, ни второе. Сделаем такой, знаете, чистый, простой тест. Следующая утилита. Утилита ProxyCap. Как несложно догадаться, данная утилита позволяет нам проксифицировать нашу виртуальную машину. Как вообще устроена проксификация в антидетекте и в чем в ней есть разница? Как вы уже, наверное, увидели на панели задач, у меня открыта утилита под названием Proxyfire. Она всем знакома, да? И в то же время у нас ее нету внутри антидетекта. У нас внутри антидетекта есть утилита ProxyCap. В чем заключается разница между двумя этими утилитами и почему именно Proxyfire стоит снаружи, а ProxyCap у нас находится внутри? Дело в том, что ProxyCap рекомендуется использовать при работе с браузерами. Почему рекомендуется использовать? Потому что в нем намного лучше реализована поддержка протокола UDP, которой фактически нету в нашем приложении Proxyfire. В то же время наша виртуальная машина, увы, не сможет на все 100% работать с ProxyCap. И все равно будет наблюдаться утечка трафика через сервисы Microsoft, через локальное программное обеспечение. Это такая специфика прокси. Дело в том, что в данном случае прокси будут работать на пятом уровне модели оси, и технически они не могут захватить весь системный трафик. Это является фактом. Поэтому для тех, кто работает с браузером, для тех, кто работает с какими-нибудь простыми системами, да, я рекомендую использовать ProxyCap. Если же вы собираетесь работать с какими-то топовыми системами, то однозначно мой выбор идет в сторону внешнего проксирования, то есть проксирования виртуальной машины извне, например, с помощью Proxyfire. А некоторое время назад у нас внешнее проксирование должно было стать самым, скажем так, топовым вариантом изменения нашего IP-адреса. Однако, увы, есть некоторые сложности. Сложность заключается с тем, что одновременная проксификация большого количества виртуальных машин несет в себе сложности. И если, например, опытный человек хотя бы с опытом сетевого администрирования, хотя бы базовым, да, он может эти задачи решить, то обычный пользователь никогда их не решит. И скажу вам по практике, я не видел еще ни одного пользователя, который смог бы даже при моей риторике нормально это настроить. То есть приходилось подключаться к пользователю, все делать за него, и опять же есть еще и довольно большая зависимость от сетевого окружения пользователя и от сетевых настроек. Поэтому примите за вариант такой. Если вы работаете на качество, если вы работаете с топовыми системами, проксифицируйте одновременно одну машину. Вот вам для этого Proxyfire. Если вы работаете на количество, если вы работаете с простыми сервисами, в таком случае используйте программное обеспечение ProxyCap. Мы сегодня с вами познакомимся с настройкой и того, и другого программного обеспечения. Но устанавливать его
сейчас в нашу виртуальную машину. Да, в принципе, можем установить. Давайте установим. Даже без его использования мы можем его установить. Есть, все установили, он появится у нас после перезагрузки. Следующая утилита, утилита Times. Очень хорошая утилита и очень удобная утилита. Написана она была одним из уважаемых пользователей антидетект чата в Телеграме, пользователем Ясером Арафатом. Утилита выполняет очень простую, но тем не менее очень важную функцию, с которой не справлялись многие пользователи. Она синхронизирует время. Вот смотрите, открываем ее, нажимаем Set Time Zone, и у нас ничего не произошло, потому что у нас таймзона соответствует нашему IP-адресу. Ну, собственно говоря, все. Однако, как только мы изменим наш IP-адрес, эта утилита нам поможет его правильно синхронизировать. Так что это must-have, очень простая и очень удобная утилита. И последняя утилита, которая называется Yoga DNS. Давайте ее установим, и когда она будет устанавливаться, я про нее расскажу. Утилита Yoga DNS, как несложно догадаться, она позволяет нам изменить наш DNS адрес. Да? Убираем сразу ее от стартапа. Я не рекомендую ставить ее на стартап. Вот. И не рекомендую апдейт проверять на стартапе. Так что Next Install. Вопрос по поводу DNS остается все равно относительно открытым, потому что мы знаем, есть у DNS еще уникальный такой идентификатор, как DNS-куки, да, с помощью которых можно отследить нас как пользователя. Вот. Но самое большое, то, что будоражит умы пользователей, заключается в том, что почему же, когда я использую, например, тот же самый ProxyCap, в котором есть поддержка UDP, у меня не подтягивается DNS. Я вам расскажу. Дело в том, что DNS работает по протоколу UDP, да, и в большинстве прокси-провайдеров этот протокол отключен. Соответственно, и DNS к вам не подтянется. Приведу пример. Один из популярных прокси-сервисов, который использовался мной в обоих вебинарах по проверке IP-адреса. В этом прокси-сервисе я пытался найти IP-адрес с включенным UDP-протоколом. Остановился я на 80-м IP-адресе и не нашел ни одного. Ну, может быть, мне не повезло. Итак, идем дальше. Наше программное обеспечение, все необходимое программное обеспечение установлено. Теперь перейдем дальше к нескольким дополнительным твикам. Твик номер раз. Идем мы в панель управления. В панели управления идем система и безопасность, опции электропитания. И здесь я рекомендую всем, абсолютно всем, без исключения, поставить, вот здесь вот есть максимальный дополнительный режим, такой называется High Performance, максимальная производительность. Данный режим не будет отключать экран, не будет отключать устройство. И очень хорошо скажется на производительности вашей виртуальной машины. Плюс ко всему, для тех, особенно кто работает с GeoComply, этот режим must have, потому что иначе операционная система может отключать ваш модем, ваш Wi-Fi модем. Поэтому обязательно ставим это. Идем дальше. Переходим в панель управления, система и панель управления, сети интернет, сети Sharing Center. И давайте посмотрим Change Adapter Settings. Изменим теперь конфигурацию нашего адаптера. Идем в свойства. Итак, вот у нас есть различные пункты поддержки протоколов и функционала нашим виртуальным сетевым адаптером. Я рекомендую убрать последние 4 пункта, которые в некоторых случаях будут грузить нам трафик, но и самое основное — это протокол IPv6, который позволит нас деанонимизировать в некоторых случаях. Почему я говорю в некоторых случаях? Дело в том, что веб-сайт может решить, как показать вам, например, свою страницу. Да? То есть он может показать ее в IPv4, либо же в IPv6 адресации. И поскольку вы 100% из вас будет использовать только проксики IPv4, соответственно, соединение по протоколу IPv6 не будет проксироваться. И если ваш интернет-провайдер, ваш домашний интернет-провайдер поддерживает протокол IPv6, то в данном случае веб-ресурс увидит данные вашего провайдера. Вот, соответственно, например, у вас по IPv4 будет адрес США, а по IPv6 будет какой-нибудь Зажопинск. И, соответственно, таким образом работать дальше вы, увы, не сможете. Итак, идем дальше.
На этом закрываем нашу систему, закрываем здесь, все настроили, все окей. Довольно большие споры разыгрались между пользователями касательно настройки приватности в нашей, в нашей материнской системе, да? Разыгрались эти настройки, разыгрались эти страсти благодаря тому, что все настройки, которые мы здесь вводим, они могут пропасть при изменении сида, да? Просто запомните сейчас, кто не знает, что это такое. Я все же хочу сказать, что данные настройки выставить я рекомендую. Вот, и все же рекомендую выставить их либо вручную, либо написать каждому из вас, написать какой-нибудь простейший скриптик. Тем более некоторые такие бат-файлы уже гуляют в чатах, люди ими обмениваются, то есть их в принципе можно найти. Но, опять же, для пользователя я не сомневаюсь, что ни для какого из пользователей не составит никакого труда взять и просто-напросто вручную отключить некоторые моменты и потратить на это один раз всего-навсего 1 минуту. Ну, по-моему, это абсолютно несложно, да? Так вот, некоторые из них являются, скажем так, моментами на будущее. Вот, кстати, по поводу location я отключать уже не рекомендую. Объясняю почему. Потому что мы элементарно просто сможем подменять нашу геолокацию. Но подменять ее правильно мы можем только при использовании внешней проксификации. При использовании внутренней проксификации у нас возникают проблемы с подменой геолокации. Точно так же, как и с подменой геолокации в Geolocation API внутри браузера. Так что геолокацию не отключаем, камеру, микрофон. Камеры у вас все равно нет. Да, ее тоже можно, в принципе, не отключать. А остальные пункты, которые касаются, например, аккаунта, получить доступ к информации вашего аккаунта, мы видим сразу, какие приложения к нему имеют доступ. Да? И, в принципе, конечно, это можно не отключать, но я рекомендую это, повторюсь, как настройка такая на будущее, потому что, мало ли, сейчас... Например, тот же самый браузер не запрашивает эту информацию, а через буквально 1 час выйдет обновление, в котором он будет ее запрашивать. Поэтому не составляет абсолютно ни для кого никакого труда. Один раз в материнской системе это все отключить. Да, кстати, вот AppDiagnostic, хоть отключайте, хоть не включайте, толку все равно нет, Windows все равно вас не послушает. Настройки приватности Windows 10, увы, носят чисто такой номинальный характер, но в некоторых случаях они работают. А работают они, конечно, только для какого-то стороннего программного обеспечения. Если вы захотите работать, например, с Microsoft, то можете их не делать, эти настройки, это все равно вам не поможет. Итак, закрываем. Наша система на данный момент настроена и готова к работе. Можем ее выключать. Теперь нашей задачей, после того, как мы настроили полностью нашу материнскую систему, нашей задачей будет создание клона этой материнской системы, то есть создание нашей новой личности. Новая личность создается элементарно просто. На материнской системе нажимаем правой кнопкой мышки, выбираем клон, далее вводим имя, пусть так и останется клон. В имени я не рекомендую использовать кириллические символы, поскольку они могут привести к потере адресации к вашему профилю виртуальной машины. Поэтому не советую это делать. Идем дальше. Следующий момент, который мы рассмотрим. Реинициализация MAC-адреса. Реинициализацию MAC-адреса я рекомендую делать абсолютно всем, вне зависимости от того, работаете вы с локальным программным обеспечением, либо же с веб-ресурсами. Да, увы, веб-ресурсы не могут получить информацию о нашем MAC-адресе, да, без установленной виртуальной машины Java. Но MAC-адрес фигурирует в данных телеметрии. Поэтому однозначно реинициализируем его. Тип клонирования. У нас есть full клон и linked клон. Вполне можем использовать linked клон, то есть это связанное клонирование. Будет создан такой снапшот, и он будет размером всего-навсего 1 гигабайт. И он будет по мере работы увеличиваться, расти и так далее. То есть в основе будет материнская система, все остальное будет уже в этом снапшоте. Однако учтите, если вы удалите материнскую систему, вы потеряете доступ и к снапшоту. Поэтому выбираем Linked Clone, нажимаем клон, и вот наш клон уже сделан. Все, можем запускать его.
Пока запускается наш клон. Давайте перейдем в сторону его проксификации. Как это сделать? Вот смотрите, нажимаем кнопочку Profile. Мы начнем с внешней проксификации. Нажимаем кнопочку Profile, выбираем Proxy Servers. Сюда нам необходимо ввести адрес, да? Адрес проксика. Нажимаем «Добавить». Где нам этот проксик взять? Я проводил недавно несколько вебинаров, они были в конце февраля, несколько вебинаров по тестированию прокси, да? Мы уже, для тех, кто не смотрел, да, я скажу так, по результатам. Прокси VIP 72 лютое говно, прокси 9.1.1 тоже говно, но чуть повкуснее. Вот. И, например, такой дорогой сервис, как LuxOx, да, который в данный момент на ваших экранах, это такое, ну, что-то непонятное, но все равно подванивает. Поэтому не, скажем так, я бы сказал, что своих денег не стоит. Но решать каждому. По крайней мере, я его использую для тестов, потому что здесь среди многообразия IP-адресов можно действительно подобрать что-нибудь хорошее. Итак, давайте сейчас выберем какой-нибудь IP-адрес. Пусть он у нас будет находиться, например, пусть будет находиться в Нью-Йорке, да? Вот мы выбираем здесь сортировку по Нью-Йорку. Обновим нашу страницу. Что-то мы немного подвисли. Итак, выбираем Нью-Йорк, NY. Вот у нас наши IP-адреса. Да? Выберем какой-нибудь поскоростнее. Выбрали вот на первой странице. Ну и какой-нибудь проксик. И мы сейчас покупаем прокси, и я, честно говоря, не знаю, будет он хороший или будет он плохой. Наука не в курсе дела. Однако мы сейчас это выясним. Как выяснить? Переходим в историю наших прокси. Да? Вот у нас здесь справа есть наша покупка, однако это адрес подключения. Дело в том, что LuxOx это Back-Connect прокси. То есть они к вам подключаются, а не вы к ним. Итак, этот адрес мы не проверяем, он серверный. Мы идем в историю, и вот мы 7 секунд назад купили вот такой вот IP-адрес. Да? Давайте его скопируем, а теперь перейдем на сервис, который называется SOX Report. И по счастливой случайности я являюсь его хозяином и создателем. Давайте проверим наш IP-адрес. Итак, первый наш IP-адрес, мы видим, что он residential, то есть он домашний, имеет огромный fraud рейтинг, то есть рейтинг мошенничества 70, найдены активные жалобы, и он виден как прокси. Использовать данный IP не рекомендуется. Будем искать дальше. Переходим на страницу номер 2. Выбираем без разницы какие IP-адреса, потому что на самом деле можно выбрать самый дорогой IP-адрес, самый якобы по заявлению LuxOx чистый, но в то же время он будет говном. А самый дешевый IP-адрес окажется чистым, кристальным, просто идеальным. Итак, проверяем второй IP-адрес. Вот так. А что у нас не понравилось? Прошу прощения, это наш сервис по проверке почты. Он проверяет репутацию, но к этому чуть позже. Опять IP-адрес не лучшего качества, скажем так. Только хуже стало. Еще берем IP-шник. Вот сейчас уже мы потратили $1. Ну вот, и на долларе как раз у нас, за сколько мы купили этот IP-шник, если не ошибаюсь, за 34 цента, очень дешевый. И этот IP-шник из Нью-Йорка, домашний, без рейтинга мошенничества, никаких активных жалоб и не светится как прокси. Идеал. Да? То есть вот такой вот два плохих IP-шника, один хороший. Итак, выбираем мы с вами вот этот вот IP-адрес, да, и переходим в Proxifire. В Proxifire вставляем его в поле адрес и порт, соответственно. Протокол выбираем SOX версии 5 и не нажимаем чек. Люди очень любят нажимать чек, но по умолчанию Proxifire будет стучаться в Google. И Google великолепнейшим образом увидит, что стучится именно Proxifire. Поэтому я рекомендую сделать следующее. Если вы хотите делать чек, нажимаем на Advanced. И вот здесь вот введите сюда, например, собственно говоря, ресурс, с помощью которого вы хотите прочекать ваш проксик. Но, кстати, это, по-моему,
Честно говоря, я этой настройкой ни разу не пользовался. Может быть, ошибаюсь. Но где-то здесь точно это есть. Но про чек забываем. Чек не делать, категорически не делать. Итак, нажимаем ОК. Хотим ли мы добавить это правило для правила по умолчанию? Нет. Объясняю почему. Если мы выберем это правило как правило по умолчанию, у нас проксифицируется вся наша операционная система. Ну, по мере сил, да, конечно. Вот, то есть браузеры, как, по крайней мере, будут проксифицированы. Нам это не нужно. Нам нужна проксификация только антидетекта. Поэтому мы нажимаем No, нажимаем ОК. И теперь у нас Proxify спрашивает, хотим ли мы создать отдельное правило. Вот здесь мы уже нажимаем Yes. Далее нажимаем на кнопку Added. Вводим новое правило. Например, пусть это правило будет называться Antic. Да? Applications. Вот сюда мы должны ввести софт. А софт у нас находится в папке, соответственно, Program Files, Vector T13, VirtualBox. И здесь есть у нас основная утилита, которая используется для выхода в сеть. Это утилита VirtualBox.exe. Вот она. Мы можем на этом остановиться. Однако все же я рекомендую добавить еще несколько утилит. Это утилита VBox SVC. Далее следующая утилита VBox NetNat. Следующая утилита VBox NetDHCP. Вот фактически все утилиты, которые нам необходимо проксифицировать. Итак, следующее. Target Host. Ничего не вводим. Порты ничего не вводим. Далее Action. Выбираем, соответственно, направить трафик на прокси 51.81.89.145. И нажимаем ОК. Все, теперь правило у нас создано. И, соответственно, трафик пойдет уже через наш проксик. Давайте это проверим. Давайте проверим это. Вот у нас проксикап, кстати, включился. Мы к нему перейдем немного позже. Давайте проверим, как ходит наш трафик путем... Давайте попробуем сделать вот так. Сделаем трассировку к ресурсу, например, bet365.com. Вот, посмотрите. Пошел у нас трафик, да? То есть видно, на момент настройки я увеличу экран, чтобы было лучше видно. Вот у нас пошел трафик, мы, соответственно... Что мы видим? Как думаете? Опытный глаз увидел, что трафик у нас открылся, да? То есть вот есть у нас возможность, и было подключение к ресурсу Microsoft.com. Но в IP-адресах у нас имеется что-то очень интересное, что-то другое. Не то, что должно быть. Давайте посмотрим, что у нас за IP-адреса здесь идут при проведении трассировки. Первый IP-адрес 192.168.0.2, локальный IP-адрес. Это IP-адрес нашего сетевого адаптера. Следующий наш IP-адрес 192.168.1.1. Это IP-адрес роутера, который подключен в данный момент к этому компьютеру. Интересно, мы даже модель его видим, да? А затем у нас идет Trialan.net. Что это такое? Для тех, кто не знает, копируем данный IP. Мы не сможем его скопировать. Давайте введем его вручную. Для этого мы воспользуемся даже сайтом 2ip.ru. Итак, берем наш IP-адрес. Информация об IP-адресе или домене. Прошу прощения, что-то как-то затупили мы. Еще раз. Информация об IP-адресе или домене. И вводим, соответственно, наш IP-адрес. 193.138.146.126. Нажимаем «Проверить». Украина, Харьков. Как так получилось? У нас же выставлен IP США. Может быть, это глюк? Давайте проверим, глюк ли это. Давайте откроем вот такого динозавра под названием Internet Explorer. Чисто для того, чтобы куки у нас не светились в Edge. Вот смотрите, Connect идет. Мы видим, на какие сайты подключаемся, да, все окей, в принципе. Ну и откроем сайт, который когда-то был популярен, сейчас уже, увы, его время ушло.
SafeHoir, да? Популярный веб-ресурс. Хотим продолжить. Итак, здесь у нас IP-адрес. Не загрузилась у нас, не загрузилась у нас страна, вот, но я вам скажу, 68-132, да, это тот IP-адрес, который мы с вами проверяли, вот он, четкое совпадение, да, а этот IP-адрес у нас идет откуда, давайте посмотрим, Нью-Йорк, все окей, да, так вот, интересная утечка имеет место быть в проксиках. Дело в том, что в данный момент мы используем с вами IP-шник США. Но в то же время при проведении, например, банальной трассировки есть возможность определить, что мы используем прокси. И есть возможность вычислить нашу основную страну. Таким образом, программное обеспечение, установленное на вашем компьютере, при проведении трассировки, либо же тот же самый браузер при проведении трассировки, может определить вашу реальную страну в обход прокси. Почему это происходит? Происходит это потому, что при проведении трассировки используется ICMP протокол. И ни ProxyCap, ни ProxyFire с ICMP протоколом работать не могут. Соответственно, это прямая утечка, которая приведет к вашей деанонимизации, ну в кавычках, да, при использовании проксиков. Решить это можно двумя путями. Первый путь – можно открыть правила фаервола на основной машине и запретить хождение ICMP трафика в предложении VirtualBox. Это хорошо, но я бы не сказал. Дело в том, что если есть возможность значение подменить, нам лучше значение подменять, а не запрещать его. И подменить на самом деле сейчас очень просто. Для этого вам нужно просто создать свой VPN. Для тех, кто сейчас это услышал и попал в, скажем так, на него напала паническая атака, да, что создавать VPN это очень сложно и так далее, я рекомендую ознакомиться с одним из видео на моем канале, в котором я показываю, как создать свой персональный VPN за ровно 1 минуту и за $5 в месяц. В любой точке мира, в любой стране. Плюс ко всему, за эти $5 есть возможность менять IP-адрес столько раз, сколько вы захотите. Хоть каждую минуту его переделывайте и новый IP-адрес получаете, да? Вот. Поэтому я подготовился уже, обучать этому не буду, поскольку есть отдельный гайд. Я просто сейчас подключу VPN, который мне подготовлен, VPN Нью-Джерси. Итак, VPN успешно у нас установлен. Давайте теперь проверим, как у нас будет выглядеть наша трассировка. Выполняем ту же самую команду. Удар в удар. Немного придется подождать, потому что трассировка дело, в принципе, не быстрое, да, и в некоторых случаях она может выполняться довольно долго. Но все же. Первым IP-адресом является IP-адрес нашего сетевого соединения, второй уже является внутренним IP-адресом нашего туннеля. Его можно изменить как мы хотим, да. Я не стал его изменять, потому что по сути это не влияет абсолютно ни на что. Самое главное это геопривязка. И в результате какого-нибудь нового запроса, 5-6 шага, мы можем увидеть первый публичный IP-адрес, с которым столкнется программное обеспечение, которое захочет выполнить эту трассировку внутри нашей виртуальной машины. Но пока эта трассировка происходит, да, можем немного подождать и перейти к настройке программного обеспечения под названием ProxyCap. Ну вот, смотрите, у нас есть уже IP-адрес, да, получили мы. На 7-м шаге мы получили первый публичный IP-адрес. Давайте посмотрим же, что же это за IP-адрес такой. Итак, вводим 128.241.12.85. United States. Великолепно. То, что он серверный и так далее, не обращайте внимания, потому что при проведении трассировки вы в любом случае будете попадать не на домашние, а на серверные IP-адреса. Таким образом, к чему я вел? Благодаря использованию VPN есть возможность нам
полностью защититься от каких-либо региональных утечек со стороны нашего провайдера. И это действительно хорошо, это действительно важно. Поэтому помните, что у вас есть такая замечательная, прекрасная возможность воспользоваться, создать свой VPN абсолютно, практически бесплатно, да, за $5. Можно найти сервисы, где за $3,5 в месяц можете создать. И это не является никакой проблемой. Вот видите, трафик у нас идет, мы ничего не делаем, а операционная система работает с нашим проксиком. Итак, поехали дальше. К чему мы переходим в нашем следующем этапе? Я покажу, как настраивать утилиту ProxyCap. Настраивать ее мы будем чисто так номинально, да, мы не будем сейчас ее использовать, поэтому сразу выбираем Disable ProxyCap и переходим в Configuration. Итак, вот у нас есть первый пункт, который нас встречает, это пункт Proxy. Соответственно, для того, чтобы добавить сюда прокси-сервер, нажимаем вот на эту кнопку, она одна активная здесь. Ну, соответственно, имя, например, пусть это будет, например, какой-нибудь LuxSox, да? LuxSox US, ну, к примеру, что-то такое. Соответственно, выбираем протокол, который у нас есть. Поддержка ShadowSox это классно, вот, но, увы, прокси-сервисов с ShadowSox можно пересчитать на пальцах одной руки фрезеровщика. Итак, hostname. Соответственно, вводим сюда наш IP-адрес, который возьмем на том же самом сервисе какого-нибудь LuxSox. Да, я возьму сейчас просто выдуманный IP-адрес. Вводим порт. А дальше, соответственно, указываем, если нам необходима аутентификация на нашем прокси-сервисе. Ну и нажимаем ОК. Все, вот у нас вот такой вот прокси, он создан. Здесь также есть возможность проверки этого прокси, то есть мы можем указать проверку к сервису Google, либо к любому другому веб-ресурсу. Можно также просто указать не соединиться, а, например, проверка UDP. Это, кстати, тоже важный вариант, для того, чтобы проверить ваши же прокси на предмет наличия UDP соединения. Однако все равно к Google не рекомендуем их применять. Дальше, вот здесь есть такая еще интересная буковка D, которая ставит данный проксик как прокси по умолчанию. Потому что если у вас будет большое количество проксиков, да, у вас система может их переключать между друг другом. Поэтому не рекомендую вам на одной виртуальной машине на клонах иметь большое количество IP. Ну, либо не забывайте про кнопочку D. Дальше, Chains. Chains, здесь мы можем выставить цепочку из нескольких прокси-сервисов, прокси-адресов. Смысла в этом нет от слова совсем. Ну, абсолютно бессмысленная функция, которая некоторыми интерпретировалась как средство анонимности, что ты выбираешь там проксик, например, Зимбабве, потом проксик, например, Непала, потом проксик Гренландии, и вот так вот твой трафик идет. На самом деле все это глупость, и по крайней мере в наших с вами целях абсолютно бессмысленно. Следующее правило. Здесь уже можно поиграться. Здесь можем создать автоматические правила, да, самостоятельно, либо же воспользоваться так называемым визардом, то есть помощником. Создадим правила самостоятельно. Итак, первое. Что мы делаем? У нас есть три варианта ответа. Пройти через прокси, либо же использовать наше основное интернет-соединение, либо заблокировать. Абсолютный аналог того, что мы делали с вами в Proxify, да, когда выбирали прокси. Дальше, собственно говоря, мы указываем, какой прокси использовать. Вот он у нас, видите, LuxSox наш. Дальше. Галочка Resolve Hostname Remotely. Абсолютно аналогично тому, что мы делали с вами здесь. Вот видите, у нас есть в Proxify возможность пропускать DNS, автоматически определять DNS-адрес, да? Либо же пропускать его через прокси. Вот мы когда с вами делали здесь настройку, видите, у нас DNS Германии. Сейчас мы поставили DNS через прокси. Да? Ну и через время, либо же сразу мы можем обновить нашу страницу. Обновлять, кстати, при изменении я рекомендую с помощью клавиш Ctrl+F5. Таким образом вы очищаете кэш страницы при обновлении и получаете более актуальные данные на момент проверки. Это с любыми веб-ресурсами. Как мы видим, теперь у нас DNS какой? Да, хотим продолжить, хотим.
DNS у нас недоступен вообще, да? То есть классно мы поигрались так. Давайте еще раз обновимся. Ну, по крайней мере, уже не Германия. Пока будет обновляться ослик, идем дальше. Соответственно, вот эта галочка означает, что все DNS-запросы будут проходить через проксик. Дальше мы можем выбрать для всего софта на компьютере, либо же для какого-то отдельного софта. Можем выбрать протоколы TCP или UDP. Если есть у нас поддержка UDP, если мы оторвали действительно такой проксик, то это будет супер классно. Поэтому выставляем UDP. Если у нас этого нет, то, соответственно, ставь не ставь, работать оно все равно не будет. Дальше диапазон портов, диапазон IP-адресов. Ничего не меняем, оставляем все как есть. Нажимаем ОК. Вот, собственно говоря, после этого, после того, как вы выставили вот это правило, у вас начнет работать проксик. Но не забывайте, что после того, как выставили правило, надо вот здесь нажать Enable Proxy Cap. Тогда у нас все заработает. Еще хочу сказать, тоже очень важный момент. Не модифицируйте правила фаервола на хостовой или гостевой системе, базируясь на предыдущих видеороликах. Дело в том, что каждый видеоролик, который записывается мной, он записывается в рамках изменений, которые находятся внутри основного программного обеспечения, дополнительного программного обеспечения, браузеров и антифрод-систем. То есть вот такой вот целый комплекс. И когда пользователи, например, увлекающиеся археологией, пытаются настроить древнюю версию антидетекта по новому гайду, да, или же по старому гайду настраивать новую и так далее, у них ничего не получается. Поэтому я призываю всех пользователей, которые смотрят сейчас меня, если я выпустил гайд, например, для версии 13, то используйте его на версии 13. Не используйте его на 12 версии, на 11 или на версии, которая вышла в 2018 году. Это очень важно. Итак, следующий наш пункт – это пункт DNS. Нажимаем здесь первую галочку. Собственно говоря, можем ввести DNS, который будем использовать. Фактически все. На этом все. Есть у нас возможность, например, краш-репорты, ошибки и так далее, нас это особо не интересует. В плане работы я также рекомендую вам, если не затрудняет, опять же, если позволяет размеры экрана, нажать вот здесь правой кнопкой мышки и вывести окно Status and Logs. Поверьте, оно вам поможет, вот точно так же, как помогает сейчас мне здесь в Proxify, да, точно так же оно позволит и вам получать более подробную информацию о вашем интернет-соединении. В принципе, с проксикапом все. Из основных отличий от Proxify я бы отметил только поддержку UDP, да, которая все равно, по моему мнению, сделана не полностью и сделана не очень качественно. Но, опять же, эта поддержка UDP, она фактически нивелируется тем, что в проксиках, которые мы покупаем с вами, там UDP нету. Ну, все, да? Поэтому используй, не используй, решать каждому из вас. Я прорезюмирую, что здесь рекомендую лично я. Если вы работаете с какими-то простыми веб-сайтами, используйте ProxyCap внутри каждой виртуальной машины. Этого вполне хватит. Если вы работаете с топовыми веб-ресурсами, используйте Proxify снаружи виртуальной машины. Это важно. Кстати, по поводу использования снаружи. Помните, мы с вами не отключали геолокацию? Давайте сейчас на эту геолокацию посмотрим. У нас тут есть такой сервис, называется он карты. Maps, да? Давайте посмотрим, где операционная система считает, что мы находимся. Она нас не видит. Хорошо это, плохо, решать каждому из вас. Можно выставить, в принципе, локацию самостоятельно. Может быть, она начнет нас видеть немного позже. Вот. Ну, скажем так, здесь пока что она нас не может найти. Посмотрим, как будет дальше. Итак, отключать локацию я все равно не рекомендую вам. Если кому-то интересно, здесь можно выставить в настройках дефолтную локацию, да, то есть где вы постоянно будете находиться. Но она не хочет нас определять.
Закрываем. Кстати, по поводу внешней проксификации. Фактически внешняя проксификация является единственным методом для тех, кто хочет работать с сервисом Microsoft Store. Потому что при внутренней проксификации грамотно сделать у вас это не получится. И вы наткнетесь на огромное количество проблем, нежели на... Вот видите, как сейчас у нас проблема. А почему у нас такая проблема? А я вам скажу. Потому что у нас установлен ProxyCap. Давайте попробуем его сейчас удалить. Удаляем ProxyCap. И перезагружаем нашу систему. Microsoft относительно недавно начал сотрудничать с системой CyberSource, однако все же это сотрудничество уже привело к тому, что работа с сервисами Microsoft из операционной системы Windows сильно усложнилась. И в частности усложнилась именно ее, скажем так, деанонимизирующие пользователя функции. Итак, система загрузилась. Давайте сразу же посмотрим на наш сервис Microsoft Store. Вот у нас открылся наш ослик. И Store у нас не работает. В то же время здесь у нас все окей. Нет соединения к интернету. Вот в чем проблема у нас. Давайте теперь разберем эту проблемку. Кстати, довольно интересная. Перейдем мы сейчас в свойства нашего адаптера. Если вы вдруг столкнулись с такой проблемой, переходим в свойства адаптера. И в первую очередь смотрим на его настройки. На настройки смотрим в протоколе версии IPv4. Если мы видим, что здесь у нас появляется IP-адрес автоматически, то в принципе все окей. Ничего здесь самостоятельно нам указывать не нужно. Но все же у нас есть какие-то проблемы. Эти проблемы, возможно, я не отрицаю того, что они, возможно, связаны еще и с нашим прокси. Но все же они начались после удаления прокси-капа. Поэтому вторым действием, которое я рекомендую вам сделать, если у вас появились проблемы с интернетом внутри виртуальной машины, это использовать Windows Defender Firewall. Вот здесь есть такая кнопочка Advanced Settings. И на ней выбираем самую первую строку, после чего переходим в меню Action, Restore Default Policy. Таким образом, мы сбрасываем правила фаервола до изначальных значений. И это, возможно, решит нашу проблему в данный момент. Давайте проверим, решила это нашу проблему или нет. Обновляем страницу. Увы, проблему это не решило. Как мы видим, у нас идет ошибка при подключении к прокси. Возможно, у нас произошла очень простая вещь. Либо отпал VPN, чего не случилось, либо сдох прокси. Давайте проверим, сдох у нас прокси или нет. Выберем сейчас какой-нибудь другой прокси, который мы брали до этого. Ну, например, вот этот, да? Выбираем его. Profile, Proxy Servers, Edit. Вставляем сюда. Окей, окей. Ну и теперь некоторое время придется подождать, прежде чем наш проксик включится. Давайте перезагрузим сейчас систему. Так будет реально быстрее. Упс, я выключил ее. Вот у нас были VirtualBox Failed. То есть соединение у нас не проходит с нашего VirtualBox. Посмотрим, что будет теперь. Опять открываем Internet Explorer.
видим, что сетевого соединения у нас все равно нет. Сетевое соединение у нас пропало. Давайте попробуем сейчас отключить наш VPN. Все соединения упали, мы видим это. Обновляем страницу. Ничего не происходит. Почему такая проблема может быть? Такая проблема, как вы видите сейчас, мы в принципе откатили все наши действия. Но все равно это не привело нас ровным счетом ни к чему. У нас наша система не работает. И такая ошибка, которую мы сейчас воспроизвели, она появляется сплошь и рядом у пользователей. Увы. И я не зря сказал, что использовать старые гайды, да, которым уже там довольно много времени, на новых системах, не рекомендуется. А я вам сейчас объясню почему. Давайте посмотрим сейчас, обратно включим наш VPN, ну даже не будем, да? Смотрите, у нас нет интернета сейчас, да? Обновляем страницу, интернета нет. И теперь немного магии. Ставим обратно Detect DNS. Привело нас это к чему-то? Давайте дадим чуть-чуть времени прийти системе в себя. Один момент. Еще раз запустим нашего ослика. Интернета нет. А теперь он есть. Почему так получилось? Дело в том, что выставленная по умолчанию в Name Resolution опция Detect DNS Settings Automatically является лучшей для работоспособности вашей системы. И когда вы отмените ее и выставите произвести ретрансляцию DNS-запросов через прокси, у вас может наблюдаться падение интернета, которое мы только что с вами видели. Поэтому использовать самостоятельно эту опцию я не рекомендую. Дальше, как вы помните, мы отключали с вами VPN, поэтому включаем сейчас наш VPN обратно. И наша система продолжает настройку. Итак, есть. Но, кстати, вы помните, что мы еще одно приложение открывали, и оно не работало. Давайте откроем его теперь. Заработает ли у нас сейчас Microsoft Store? Как вы видите, все работает, все окей. То есть мы можем полностью работать с Microsoft Store из данного приложения. Давайте теперь попробуем еще и проверить карты. Может быть, у нас карты покажут что-нибудь другое. Видим значок геолокации вот здесь, да? Но карты нас определять все равно не хотят. Ну, не хотят и не хотят. Не получается у карт нас определить. И как вы видите, у нас опять значок интернета нет, в то время как в браузере у нас интернет есть. Но в то же время, перейдя, например, на какой-нибудь новый сервис, все работает. Поэтому на особого внимания вот этому значку я не рекомендовал бы вам уделять. То есть, как вы видите, значок у нас интернета нет, в то время как все полностью рабочее. Итак, переходим, собственно говоря, далее. Давайте мы сейчас, раз уже решили рассказать тему DNS, продолжим эту тему. Итак, идем опять же на наш сайт Whoever.net. Да? Кстати, мы же IP-шник тоже поменяли.
Видите, DNS-ник у нас USA. Мы IP-шник поменяли на грязный. Давайте поменяем его обратно на чистый. Итак, есть IP-шник мы поменяли, и буквально через несколько секунд у нас будет возможность коммуницировать с этим IP-адресом. Ожидаем. Еще не подтянулся он в нашу систему. Proxifier не сразу производит изменения IP-шника. Давайте проверим, поменяли мы его четко. Да, вроде бы все окей. Ладно, закроем нашего ослика и пойдем мы сейчас с вами в Microsoft Edge. Открываем Microsoft Edge. Делать это рекомендую только на клоне. Мы сейчас просто тестируем, пробуем настроить нашу систему. Открываем режим приватности. Переходим на сайт browserleaks.com. Да? Всем, в принципе, известный ресурс. И, как мы с вами говорили, давайте посмотрим, какую информацию о наших IP-шниках он знает. Да? Разрешаем ему доступ в частные сети. Вот наш IP-шник, который мы проверяли, который кристально чист. Да? Нью-Йорк. Все классно. Публичный IP-адрес у нас светится другой. А что это за другой публичный IP-адрес, знаете? А я вам скажу, это публичный IP-адрес нашего VPN. DNS-сервер тоже United States. DNS, кстати, в данном случае DNS подтягивается тоже от нашего VPN. Поэтому для тех, кто хочет производить подмену DNS, вот такой вот простейший, я бы сказал, хороший и очень надежный способ произвести подмену DNS путем вашего VPN. Но все же, вопрос с WebRTC у нас остается открыт. И данный IP-адрес отличается и от пула, и от провайдера того IP-адреса, который установлен у нас в качестве публичного. Как же нам с этим быть? Давайте теперь попробуем. Закрываем нашу страницу. Давайте скопируем наш IP-адрес. Копируем его. Закрываем нашу страницу. Закрываем эту страницу. И переходим мы с вами в утилиту, которая называется anti-RTC. Открываем ее. Кстати, на ней, прошу обратить внимание, тоже имеется подпись моей компании, так что утилита легитимная. И в этой простейшей утилите у нас есть всего-навсего 3 кнопки. Первое наше действие. Степ номер 1. Нажать на кнопку Fix Browser Leaks. Она позволяет нам, она не имеет отношения к сайту Browser Leaks, она позволяет нам, скажем так, защититься от утечек, которые возможны в нашем браузере. И также помните все флажки, которые выставляли. Сейчас их не нужно выставлять. Дальше. Вводим IP-адрес. Соответственно, вставили сюда этот IP-шник. Нажимаем Apply. Вот здесь ожидаем. Waiting for Network. Итак, WebRTC у нас успешно изменен. Давайте проверим. Открываем Edge. Переходим на новое окно. browserleaks.com. Все работает, все грузится, да? Переходим сейчас на вкладку IP. Давайте проверим. Как вы видите, у нас наш публичный IP-шник, вот он, полностью совпадает с тем IP-шником, который мы выставляли. Но у нас также еще, обратите внимание, чуть-чуть изменились наши DNS-ники. Не обращайте на это внимание, если у нас DNS-ники Google в данном случае, это все в принципе абсолютно нормально. Мы можем их изменить. Как изменить, мы рассмотрим чуть-чуть позже, когда вернемся к утилите Yoga DNS. Также в процессе проверки WebRTC очень часто в Proxifier вы можете увидеть вот такое вот окно. В этом окне я рекомендую выставить Disable Infinite Connection Loop Detection. Оно позволяет нам избежать дополнительных детектов сетевых петель. Итак,
Смотрите, вот наш WebRTC, давайте с ним закончим. Обновляем нашу страницу, собственно говоря, вот он тоже. Мы не меняли флажки в браузере, мы ничего не меняли, все сделала наша утилита. Давайте теперь, кстати, интересно, я даже сам не знаю, работает она у нас, если мы не закрываем браузер. Давайте теперь вернем ее с помощью кнопки Revert. Кнопка Revert позволяет нам вернуться к предыдущим сетевым настройкам. Вот мы вернулись, давайте обновим нашу страницу. Да, мы видим с вами, что теперь у нас вот виден наш, например, локальный IP-адрес, и в то же время у нас изменился IP-адрес вот здесь, да? Мы видим это, в принципе, да? То есть сейчас у нас IP-адрес США. Почему так происходит? Я вам сейчас расскажу. Давайте выставим какой-нибудь другой WebRTC, например, 13, 13, 13, 13. Нажимаем Apply. Ожидаем сеть. WebRTC изменен успешно. Идем в наш браузер. Обновляемся здесь. Мы видим IP-адрес 13, 13, 13, 13. И пошли у нас DNS-ники Google. Зачем так сделано? Почему так сделано? Дело в том, что не все пользователи, далеко не все пользователи пойдут по моему мануалу. И все же кто-то не захочет использовать, например, VPN, скажет, а нахрен оно мне нужно и так далее. По умолчанию утилита anti-RTC создает вот здесь небольшой файлик такой на рабочем столе. Если мы этот файлик с вами откроем с помощью, например, блокнота, то мы с вами не увидим здесь то, что я хотел показать, но мы увидим здесь наш дефолтный DNS. Вот он, видите? Вот этот DNS-ник ведет к нашему DNS от VPN. Давайте его скопируем сейчас. Копируем. Дальше идем в панель управления, сеть, изменение параметров адаптера. Переходим сюда и смотрим. Интернет-протокол версия 4. Как вы видите, по умолчанию утилита anti-RTC устанавливает DNS-ники Google. Устанавливаю я эти DNS-ники Google специально для того, чтобы у пользователя, который не пойдет по моему мануалу, была, скажем так, чтобы он был хотя бы как-то защищен от утечки своего реального DNS. Потому что наличие DNS Google в системе является допустимым. В то же время, как наличие, например, DNS-ника вашего провайдера из какого-нибудь Зажопинска будет являться недопустимым. Если же вы хотите использовать DNS, например, вашего VPN, давайте проверим, получится у нас сделать вот такой вот финт. Выбираем DNS-ник 192.168.0.3. Нажимаем ОК, Yes, ОК. Идем в браузер, обновляем страницу. Все получилось. Мы видим, что у нас, благодаря вот такой вот настройке, появляется DNS-ник нашего VPN. Либо есть еще один вариант. Для этого мы переходим с вами сейчас в Yoga DNS и постараемся ее настроить. С ней, кстати, у многих пользователей тоже возникали определенные трудности. Давайте вернем сейчас все как было, да? Нажмем Revert. Проверим, что все вернулось как было. Ну да, все окей, да? Итак, давайте теперь откроем утилиту Yoga DNS. Что же это за волшебная утилита, почему она нам нужна? Как только мы ее открыли, стартует так называемый Wizard, да, то есть он позволяет нам, ну, он помощник, короче, наш. Мы выбираем стартап с пустой конфигурацией. Нажимаем Next. Вот у нас появилась иконка нашей йоги. Anti-RTC пока скроем. Итак, нам необходимо сейчас подменить наш DNS-ник на какой-нибудь другой. Как это сделать? Выбираем DNS Servers. Нажимаем Get from the Web. Вот у нас есть 3 ресурса, откуда будут скачаны, получены, точнее, IP-адреса DNS-серверов.
Можно добавить еще сюда. Поэтому я рекомендую, если у вас есть желание работать, поискать. Таких ресурсов довольно много, где вы можете найти DNS-ники, в том числе даже, даже домашние. Ну, грубо говоря, как домашних провайдеров. Итак, нажимаем кнопочку Load. Вот у нас грузятся наши DNS-ники, да? Много их у нас, очень много. Теперь мы можем, например, нажать на кнопку Check All. И сейчас пошла проверка. Как вы видите, у нас DNS IPv4 подсвечено зеленым, в то время как DNS IPv6 или DNS через HTTPS подсвечены красным. Поэтому мы можем, в принципе, сейчас остановиться. Давайте выберем какой-нибудь, например, AdGuard DNS. Да? Мы поставили галочку и нажимаем теперь Import Market. Вот у нас, собственно говоря, был импортирован наш DNS. Обратите внимание на лог, что в этот момент система проверки была остановлена. Теперь мы можем нажать на кнопку ОК. И сейчас система нас спрашивает, хотим ли мы установить правила. Здесь точно такой же принцип, как и в Proxify, потому что разработчики Yoga DNS это разработчики Proxify. Хотим ли мы задать DNS для всех наших запросов от Guard? Мы нажмем Yes. Давайте посмотрим, что сейчас случится. Получится ли у нас сейчас... Так, не сюда. Получится ли у нас сейчас подменить DNS правильно? У нас вообще пошли другие IP-шники, видите? У нас пошли почему-то Чупа, но из Нидерланд. Видимо, наш DNS-ник не такой уж хороший. Давайте попробуем сделать какой-нибудь другой. Видим, да? Вот пошли у нас запросы DNS. Давайте выберем какой-нибудь другой DNS-сервер. Опять get from the web. Load. Почему так происходит? Потому что на сервер от Guard транслируется запрос с нашего VPN. Напоминаю, что за обработку UDP отвечает в данном случае наш VPN, а не наш прокси. Итак, давайте проверим сейчас все DNS и выберем какой-нибудь другой. Пусть это Амстердам. Так, ну давайте еще подождем. Вот, смотрите, вот у нас какой-нибудь, например, есть Бельгия. Давайте попробуем. Получится у нас сработать с Бельгией или нет. Давайте еще и Чехию возьмем, и Данию. Импортируем их. Нажимаем ОК. И как они теперь будут работать? У нас теперь много DNS-ников. Как они будут работать? Никак. Нам для того, чтобы они работали, необходимо перейти в Rules, добавить правила. Ну, например, пусть это будет New Rule. Да? Для всех процессов, полностью для всех. И вот здесь выбираем DNS-сервер. Я вот выберу, например, сейчас Бельгию. Нажимаем ОК. Hostname cannot be empty. Ну, тогда выбираем hostname. Давайте попробуем вот так вот. Такое правило для начала сделать. Нажимаем ОК. Ну, в принципе, все. Извините. Немного не так. Давайте мы вот здесь вот в правиле Default выберем Бельгию. Так будет лучше. А с этого снимем галочку. Окей. Проверяем наш IP-адрес. Пожалуйста, теперь мы с вами в Бельгии. Да? То есть с помощью программы Yoga DNS у вас есть возможность довольно хорошо оперировать с большим количеством DNS-серверов и менять его в зависимости от той страны, которая вам необходима. Это удобно, это хорошо. Но в нашем случае, в наших тестах, мы, наверное, все-таки вернемся к стандартному DNS. Да? Поэтому правило сейчас здесь я отменю. Здесь поставлю Default, нажму ОК. И полностью выйду из Yoga DNS. Затем мы подменим сейчас наш WebRTC для того, чтобы он у нас грамотно отображался. Выбираем Copy. Соответственно, вставляем его сюда и нажимаем Apply.
система наша подменила WebRTC, проверяем его. Вот наш WebRTC полностью устроен. Однако у нас DNS-ник Google. Мы сейчас его изменим. Для этого мы переходим, как мы уже помним, да, в панель управления. Сети интернет. Я буду использовать в данном случае DNS-ник от своего VPN. Вы какой хотите, такой можете использовать. Кому удобно Google, используйте Google. Кому удобно, например, использовать, соответственно, Yoga DNS, используйте Yoga DNS. Здесь как вам захочется. Но если вы четко выполняете те инструкции, которые я вам предоставляю в данном видео, то я рекомендую вам использовать именно DNS-ник от вашего VPN. Окей, close, да? Так, закрываем нашу систему. Здесь проверяем еще раз наш WebRTC и наши IP-адреса. С WebRTC все окей. DNS сейчас должен подгрузиться. Еще раз обновим страницу. Довольно долго подгружается, но что поделать. Пока он у нас грузится, мы уже уверены, что он выпадет именно тот, который нам нужен. Здесь все окей, здесь все окей. Переходим дальше. Следующее. Следующая утилита, кстати, по поводу времени. Смотрите, у нас сейчас 5:32, да? А в Нью-Йорке наверняка не такое сейчас время. Давайте проверим утилиту Times. Открываем утилиту Times. И нажимаем Sync. Синхронизация. Итак, у нас сейчас мы вернулись на день назад. Снова у нас 9 марта, время 10:32, что соответствует времени нашего прокси. Отлично, великолепно. Можем утилиту Times закрывать. За вот такое вот, за всего-навсего одно действие она лишила нас довольно большой потери времени, связанной с настройкой региональных параметров. Итак, идем дальше. Следующим нашим моментом является приложение AntiOS. Самое страшное, самое зловещее приложение из всех, которые находятся на нашем рабочем столе. Итак, что мы здесь видим? Приложение AntiOS условно разбито на 3 вкладки. Вот они, 3 вкладки. Первая вкладка относится к изменению такого параметра, как SID. SID — это Secure ID, сокращенно от Secure ID. Данный параметр является уникальным для каждого пользователя и хранит в себе зашифрованную информацию о нашем компьютере, да, и, собственно говоря, о пользователе. К SID очень часто привязываются различного рода программные продукты. Он используется в системах лицензирования, он используется даже в банах по железу в играх. Но изменить SID на данный момент есть два варианта всего. Первый вариант — это создать новую учетную запись, например. При создании новой учетной записи у нас значение SID будет изменено на 1 единицу выше. То есть, например, вот сейчас у нас конец 1001, будет у нас 1002. В интернете можно много найти сверхразумов, которые скажут, что мне этого хватает вполне, да? Вот. И довольно часто я находил таких людей, даже в чате они были, несмотря на то, что их системы даже не используют SID, да, но они его вот так вот меняли. Это изменение, оно абсолютно нивелируется и не приводит ровным счетом ни к чему. Если менять SID, нужно менять его полностью. Функционал для этого присутствует в программе AntiOS. Но не зря я написал здесь большими буквами предупреждение. При использовании SID у вас будет инициирован процесс, фактически равносильный переустановке операционной системы. Поэтому я не рекомендую этого делать, если вы не знаете, что это такое. Для работы с простыми веб-ресурсами делать это не нужно. Для работы со сложными веб-ресурсами делать это не нужно. Я рекомендую это делать для работы с такими системами, как система Discover, с системами GeoComply и с
различного рода локальным программным обеспечением. Во всех остальных случаях не трогайте SID. Он собьет все настройки, он собьет все программное обеспечение, которое у вас есть. Идем дальше. Windows IDs. Вот здесь без проблем ничего не делаем, никакие пункты. Ну, если хотите, можете, конечно, что-нибудь отменить, да. Но просто нажимаем кнопку Change ID. И после этого, давайте вот сейчас с вами ее нажмем. Нажимаем Change ID. И вот здесь у нас справа отображается лог. Лог выполнения наших команд. В это время могут открываться различные консольные окна и так далее. Вот. Но вот мы видим, что постепенно у нас компьютер меняется. Это как раз и есть тот блок самых основных программных идентификаторов, которые используются в нашей системе. Хотим ли мы перезагрузиться? Нет, мы не хотим сейчас перезагружаться. Давайте посмотрим еще на следующий, последний блок. Блок называется License ID. Первое, что мы видим, это Windows Product Case. Я не знаю, каким шрифтом писать. Я написал all values must be the same, то есть все значения должны быть одинаковые. Вот. Но вы, пользователи, все равно ошибки. А как это поменять? Никак это не поменять. Дело в том, что данный ключ не является уникальным и является только лишь, скажем так, технической аббревиатурой к версии вашей операционной системы. Если вы запустите anti-OS, в данном случае у нас вот версия Windows 10 Pro. Если вы запустите anti-OS на своем основном компьютере с Windows 10 Pro, у вас будет точно такой же ID-шник. Если мы возьмем эти ID, они абсолютно одинаковые для всех версий Windows 10, Home, например, для Windows 10 Pro, Windows 10 Education и так далее. То есть наша основная задача данного теста, чтобы все значения совпадали, потому что в этом случае мы понимаем, что у нас система целостна, а мы не пользовались какого-либо рода различными рандомайзерами. Потому что значения, например, тех же самых ключей продукта, которые мы сейчас видим, вот, да, они очень часто фактически встречаются в каждом втором античите. Изменяют их на рандомные значения, то есть что вообще не может в принципе существовать. Идем дальше. Windows Unique Serial Number. Вот это значение по сути не является никаким идентификатором Product ID. Оно находится у нас в System вот здесь, но мы сейчас систему не откроем после выполнения anti-OS. Просто оно находится вот здесь на вкладке Система. Да? Оно нас не интересует фактически, оно не является уникальным. Самое интересное, что у нас есть, это Software ID. Это уникальный ключ установки вашей операционной системы. Он генерируется в процессе установки вашей операционной системы и является как бы, что-то типа, просто уникальным значением. Вот самым главным, самым важным, самым уникальным значением в вашей системе, которое только есть. Он содержит в себе несколько других идентификаторов также. И именно к этому значению привязываются даже браузеры. Поэтому менять это значение однозначно нам необходимо. Благо, изменять его очень просто. Нажимаем кнопку Change ID, смотрим в логе, у нас все, собственно говоря, было изменено. И все окей. Да, то есть, вот эти окна, кстати, которые появляются, я не рекомендую их закрывать самостоятельно. То есть дождитесь, пока операция будет выполнена. И только лишь потом уже закрывайте их, перезагружайте компьютер и так далее. До этого времени самостоятельно не рекомендую это делать. Вот видите, окно у нас закрылось, и система предложила перезагрузку. Но у нас еще осталось кое-что. У нас осталось еще два параметра. Называются они UUID и HVID. UUID. Universal Unique ID. Данный ID-шник является уникальным, генерируется в процессе установки операционной системы и изменению фактически не подлежит. Есть несколько вариантов его изменения, но эти варианты изменения нарушают целостность системы. Однако данный ID-шник является гибридным. То есть он зависит не только от вашей программной части, но и от части аппаратной. Иными словами, я приведу сейчас пример. Вот смотрите, UUID и HVID. Давайте по поводу HVID сразу скажу. HVID, Hardware ID, это уникальный параметр, который
который у нас является хэш-функцией нашего железа. Да? То есть все железо, которое у нас есть, оно вот вместе его взяли, хэшировали, и оно приняло вот такой вот вид. Данный параметр тоже не подлежит изменению. Однако, давайте проверим сейчас, делаем небольшой тест. Делаем клон. Да, давайте реинициализируем MAC-адреса. Я хочу сейчас показать вам, как можно эти значения, UUID и их вид, как их можно изменить. И подлежат ли они вообще изменению в нашем случае. Для опытного пользователя вот здесь была такая подсказка при наведении мышки, что данные значения могут быть изменены только при создании клона виртуальной машины внутри антидетекта. Давайте проверим. Запускаем AntiOS в клоне. Масштаб сделаю чуть больше. 150, да? Ожидаем. И прошу обратить внимание на эти значения. Как вы видите, они полностью отличаются, при том, что мы просто создали новый клон. Все остальные значения у нас остались теми же, но значения UUID и их вид изменяются при создании клона, потому что в момент клона у нас используется система изменения железа. Именно благодаря ей мы получаем новые значения HVID и UUID. Таким образом, значения мы побороли, все наши необходимые идентификаторы мы поменяли, поэтому теперь можем с чистой совестью перезагрузить наш компьютер и перейти к финальной части нашей сегодняшней инструкции. Сейчас мы проверим, чтобы все у нас поменялось, все было окей. И система у нас не готова к работе. Мы видим, что мы получили ошибку 0xc60e. Это означает, что к нашему винчестеру доступа у нас нету. Увы, эта ошибка имеет место быть при изменении системного айдишника в операционной системе Windows. Увы, данная ошибка на данный момент находится на фазе, скажем так, фикса, но она носит в некоторых случаях фантомный характер. И поэтому, увы, на данный момент, если вы не хотите с ней сталкиваться, да, если, например, вы не хотите создавать заново систему, я вам покажу, что нужно сделать. Мы создадим сейчас еще один клон. Также реинициализируем MAC-адреса. Если, кстати, у кого-нибудь есть опыт работы с устранением данной ошибки именно при загрузке операционной системы, я с удовольствием приму вашу помощь. Вообще, эта ошибка возникает по причине того, что в AntiOS меняет системный том. Меняет идентификатор этого системного тома. И таким образом, если затем, после изменения этого системного тома, не происходит изменение адресации, то мы видим вот такую ошибку. Для того, чтобы эта ошибка не появлялась, в AntiOS, открываем AntiOS, смотрите. Так, прокси-кап нам не нужен. В AntiOS не используйте изменения System SM. Вот сейчас покажу.
вот этот параметр system_sn, не меняйте его. То есть просто не ставьте галочку. Насколько это является критичным? Является критичным или нет? Сам по себе параметр system_sn, то есть серийный номер нашего системного тома, нашей системы, он является крайне важным. Является крайне важным в системах лицензирования, но, как вы сами понимаете, веб-ресурсом он не виден. Поэтому данный параметр можно, в принципе, оставить и не менять его. Это не приведет ни к каким плохим последствиям. Однако, если все же вы используете локальное программное обеспечение, менять его рекомендую. Если вы работаете с сервисом GeoComply, в ближайшее время вам придется и этот параметр менять тоже. Поэтому обращу ваше внимание на это, поэтому не забывайте об этом. И если вдруг вы встретили вот такую ошибку, то исправить ее можно, да, путем открытия данного винчестера в другой виртуальной машине, переписки адресов вручную и так далее. Но это является геморроем. Поэтому мой вам совет — сделать все очень быстро и качественно, просто-напросто создать новый клон. Собственно, давайте проверим еще раз. Зайдем сейчас в Microsoft Edge. Это, напоминаю, новый клон у нас, да. Синхронизируем наше время. 5:47 было. Давайте посмотрим, сколько станет сейчас. 10:47. Великолепно. Ясер Арафат, если вы просмотрите этот видеоурок, вам большой респект и уважуха. Открываем наш браузер. Мы открываем, кстати, браузер Lex в режиме инкогнито. Открываем для того, чтобы его куки не были на нашем компьютере. Потому что, как вы помните, есть вот такой вот сайтик, который называется vector-t13.space. Сейчас посмотрим, если он активен еще. Да. Нажимаем кнопку «Начать». И здесь есть возможность посмотреть, на каких сайтах вы были. По поводу этого сайта, он сейчас скоро уйдет на обновление, да? Вот, и в нем появится еще дополнительный функционал, интересный, который многие говорили, что является невозможным. Но об этом уже как-нибудь позже. Итак, проверяем наш с вами IP-адрес. Вот он, да. Копируем его. У нас public IP от нашего VPN. Соответственно, мы уже все помним, как работать, да. Мы помним, что нам нужно открыть anti-RTC. Сделать fix браузер. Да, кстати, по поводу fix browser leaks. Смотрите, вот мы закроем браузер, да, и еще раз сделаем fix browser leaks, потому что fix browser leaks работает, когда браузеры наши закрыты. Но его надо сделать только один раз в системе. Далее вводим наш IP-шник, нажимаем apply. Все есть. После этого переходим к нашему адаптеру. Вот видите, сейчас у нас значок изменился, теперь как будто у нас есть интернет. Так что особо на него внимания не обращайте. 192, 168, 0, 3. И здесь следующее значение альтернативного DNS сервера полностью удаляем. Окей. Yes. Окей. Закрываем все здесь, закрываем все здесь. Закрываем anti-RTC. Открываем наш браузер. Переходим на новое окно. Переходим на сайт BrowserLeaks. Проверяем наш IP-адрес. И все окей. DNS у нас нормальный, IP-адрес WebRTC соответствует нашему внешнему IP-адресу. На данный момент мы с вами закончили. Наша система полностью готова к работе. Время синхронизировано, дата синхронизирована, WebRTC выставлен, система чистая. Anti-OS мы не применяли, но поскольку мы не будем дальше эту систему использовать в работе. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, данный довольно длительный видеоурок поможет вам в освоении этого софта и покорении новых вершин
работы с антидетектом. Большое спасибо за внимание. Ну а для тех, кто остался после этой небольшой паузы, давайте все-таки немного поработаем. Давайте пойдем мы сейчас и попробуем зарегистрировать почту. Вот такой у нас простой довольно тестик будет. Переходим на тот же самый Gmail, создать аккаунт для себя. Введем имя. Как-нибудь так. Username. Что-то такое. Вводим пароль и нажимаем Next. Не совпадают у нас пароли, окей. Так, надеюсь, теперь окей все. Нет, все равно не совпадает. Так, попробовали ввести пароль, нажимаем Next. Номер телефона у нас опциональный. По поводу номера телефона. Я бы рекомендовал, конечно, его вводить, но все же есть один очень интересный момент. Давайте мы с вами вот сейчас возьмем и откроем браузер, да? У нас есть такой сайтик Mail Report. И в самое ближайшее время у нас откроется доступ к сервису My Mobile Report. На данном сервисе можно будет посмотреть информацию об мобильном номере телефона. И это важно. Если пользователь будет вводить вот сюда какие-нибудь данные, скажем так, например, публичных сервисов и так далее, есть возможность того, что он будет виден как фрод. Поэтому следите за обновлениями, и я постараюсь предоставить вам эту информацию. Даже я, наверное, сейчас сделаю небольшую паузу в нашем видео и постараюсь войти в этот сервис, если у меня... Постараюсь войти в этот сервис. Один момент. Итак, для вас это было всего-навсего мгновение. Вот. Но мы получили доступ к сервису, да. То есть в данный момент мы можем проверить IP-адрес. Поэтому, к примеру, мы сейчас возьмем, перейдем также в Google, да, и возьмем какой-нибудь номер для принятия SMS. Receive SMS online free. На примере бесплатного сервиса покажу. В платных сервисах ситуация абсолютно такая же. То есть, так же, как, например, никто не знал, как проверяется прокси, да, вот точно так же и здесь. Давайте вот выбираем Австрию, например. Или не, раз мы по США работаем, то давайте выберем все-таки США. Я надеюсь, нам предоставят в этом сервисе. Есть у нас США. Отлично. Давайте, у нас есть вот такой вот номерок. Давайте проверим его. Нажимаем чек. Итак, это действительно валидный номер телефона, то есть он нормальный, он активен, то есть это не выключенный номер телефона. Fraud score 100. То есть максимально сервис имеет максимальный рейтинг мошенничества, где 0 самый лучший, то есть чистый IP-адрес, 100 самый максимальный. Поэтому использовать данный номер телефона я не рекомендую. Точно так же на него есть жалобы. Плюс ко всему, это номер IP-телефонии, и он фигурирует везде как подозрительный. Поэтому использовать данный номер я не рекомендую. Это, я хочу сказать, в разрезе того, когда люди указывают какие-нибудь номера здесь. Однако, есть один интересный момент. Я вам сейчас покажу его. Мы сейчас в штате Нью-Йорк находимся, если не ошибаюсь, да? Давайте мы с вами загуглим вот такой вот, такую фишку. Нью-Йорк Sex Escort.
Нам помогут проститутки. Давайте откроем какой-нибудь сайтик. Я надеюсь, YouTube меня не забанит за это. Так, где номер телефона? Вот номер телефона. Копируем данный номер телефона, идем в репорт, смотрим здесь. Fraud-score 85. Видите, нехорошо. VoIP. Но к чему я говорю? Нам желательно указать номер телефона здесь, но по какой причине? Нам желательно указать номер телефона для того, чтобы наш аккаунт жил дольше. Потому что без номера телефона он по политике Google будет считаться как бы незащищенным. Даже вот здесь пишет нам Google, что они будут его использовать для безопасности. Поэтому есть вариант указать номер телефона существующий, но не наш. И для этого я рекомендую использовать девочек по вызову. Очень часто, конечно, при проверке этих номеров будет видно, что это VoIP, да, но в принципе найти можно. Это как такое большое сборище номеров. Если есть альтернатива, можете воспользоваться различными сервисами объявлений, типа Craigslist, да, вот и так далее. Дальше, Recovery Email. Дополнительный email, нужно ли нам его указывать? Я рекомендую указать. Но, опять же, смотрите, мы можем выдумать сейчас какой-то почтовый ящик, да? Давайте вот, например, у нас вот такой Sontos, да? Давайте теперь мы воспользуемся чекером таким. Называется он My Mail Report. Вот он. И, к примеру, мы сейчас такие хотим Google указать какую-нибудь почту, да? Получится у нас это или нет? Я не знаю. Пусть это будет тоже Sontos 101089. Пусть это будет не Gmail, а просто mail.com. Нажимаем чек. Смотрите. А такого имейла у нас не существует. Неизвестный имейл, и его нету. Увы, поэтому если мы захотим указать какой-нибудь email нашему пользователю Sontos, Самуэлю Сонтосу, то, увы, мы не можем указать email несуществующий, потому что если мы укажем email несуществующий, Google в процессе проверки этого запросит у нас дополнительное подтверждение по номеру телефона или почте. Это важно. Это важно для безопасности в первую очередь. Поэтому, когда вы захотите указать опциональные данные для того, чтобы ваш аккаунт жил дольше, я рекомендую вам все же им указывать данные нормальные. Да? Дальше выбираем, зарегистрируем до конца наш аккаунт, да, и 1980, например. 1989. Вот, пол. Мужчина пусть у нас будет, да? И нажимаем Next. Сохраняем эту информацию в поле автозаполнения. Так будет лучше, потому что информация, полученная из полей автозаполнения, выше котируется антифрод-системами, чем введенная вручную или, не дай бог, скопированная из буфера обмена. Завершаем создание нашего аккаунта. Все есть, создали, да? Поэтому, пожалуйста, самый такой простой, но в то же время довольно важный тест по созданию почтового ящика от Google. Воспринимайте его как тест статистический, потому что Google имеет огромное влияние и огромные свои щупальца, короче, у него везде. Поэтому создание почтового ящика без SMS свидетельствует о том, что у нас очень хорошо настроенная система, нет никаких аномалий, нет никаких неполадок. И это классно. Спасибо за внимание. Gmail создан, все окей. Но давайте перейдем еще немного дальше. Давайте попробуем Amazon.
Идем в Amazon. Итак, вот мы пришли на сайт Амазона, он еще грузится, видимо, наш проксик не совсем хорош. Кстати, давайте зарегистрируем здесь аккаунт, да? Нажимаем вот здесь Start Here, мы зарегистрируем сейчас аккаунт пользователя, да? И попытаемся, чтобы нам не дали никакой, чтобы не было у нас смс-подтверждения. Самуэль Сантос, по-моему, он Сантос, да? Дальше email, соответственно, ssontos 09 1989 @gmail.com. Пароль. $9.09. Так. Проверяем наш. Сохраняем, да? Вот нам нужно ввести теперь one-time password. Он у нас вот в почте находится, да? Вот такой вот у нас есть пароль. Копируем его. Соответственно, вставляем. Упс, это не тот. Откуда у нас, что это за хрень у нас скопировалась? Это IP-шник у нас, да? IP-шник. Так, давайте еще раз. Теперь все окей. Как мы видим, у нас аккаунт Амазона. Да, это аккаунт покупателя, это не аккаунт продавца, потому что для аккаунта продавца нам необходимо еще указывать документы, и создание его требует особого отдельного видео, да. Но у нас аккаунт был создан без смс, без ничего, без каких-либо дополнительных подтверждений. Точно так же, как и Google. Спасибо за внимание. Тест с Амазоном пройден. Давайте теперь перейдем к последнему тесту. Сделаем Facebook. Переходим на Facebook. Создадим новый аккаунт. Вот, у нас даже здесь есть все. Теперь Самуэль Сантос. Да, пароль так. Пароль введем. Соответственно, выберем день рождения ему. Я везде указывал 89-й, поэтому и здесь также укажу. Не захотел он. Так, вот нам нужно ввести, соответственно, дальше код. Есть код у нас, да? Вот, конфирмим наш аккаунт. Все, наш аккаунт создан. Создан успешно, без дополнительных смс-подтверждений. На этом тесты на сегодня закончены. Мы с вами успешно создали аккаунт Google. Мы с вами создали аккаунт... Ну, что-то он от нас хочет. Мы с вами создали успешно аккаунт Google без смс. Мы с вами создали успешно аккаунт Amazon без смс. Мы с вами успешно создали аккаунт Facebook без смс. Наша система идеальна.
наша система готова к работе, мы можем делать все, что хотим с топовыми сервисами и тем более с сервисами попроще. Напоследок, я хотел бы только сказать одну вещь. Вот видите нашу почту, да? Давайте теперь эту почту проверим вот здесь. Sontos. Вот она у нас есть. Нет, это другая. Это та, что мы проверяли до этого. 09 1989. gmail.com. Смотрите, теперь у нас valid email, да, то есть эта почта действительно существует, вот, но по этой почте есть маленькое количество информации. И смотрите, мы только создали почту, а у нее уже 80-ка fraud score. Это означает что? Это означает то, что новые почты не всегда являются лучшим решением для вашей работы. И если мы проверим эту почту через некоторое время, fraud score будет намного ниже. На этом на сегодня все. Я надеюсь, информация, которую я вам предоставил, помогла. Тесты вас убедили в том, что всего можно добиться самостоятельно. Главное просто приложить к этому немного мозгов, усидчивости и запомните, самый главный антидетект в вашей голове. Спасибо за внимание. С вами был Вектор Т13. Выражаю отдельную благодарность всем пользователям, поддерживающим меня на сервисе Patreon. Всего наилучшего и до новой встречи. Пока.